Can Yaman не стал молчать после разговоров о своей внешности и ответил так резко, что турецкая пресса снова получила повод обсуждать не только его форму, но и характер. Пока одни спорят, перегнул он или просто защитил себя. Ханда Эрчел уже забирает внимание новой съемкой ВЛ о Чагатай Улусой и Аслыхан Малбора. Одним появлением на свадьбе друзей заставляют поклонников пересматривать каждый кадр. Будет и тревожная история вокруг Улаша Туне-Астепе. Здесь важно не перепутать слухи с фактами, потому что тема чувствительная. Поговорим о Ханда Дагандемир, которая сказала то, что многие женщины чувствуют годами, но не всегда произносят вслух. О давлении и праве не быть идеальной каждую минуту. А еще Керем Бюрсин в новой брендовой кампании, новая героиня в историческом сериале с дворцовыми интригами и звезда Зимородка, которая поделилась неожиданным секретом формы, без пафоса, почти по-домашнему. Сегодня это не просто подборка новостей, а разговор о том, как турецких звезд любят, обсуждают, оценивают и иногда загоняют в угол одним заголовком. Досмотрите до конца. Самая громкая реакция Cana Ямана прозвучит ближе к середине выпуска, а финал получится неожиданно легким. Начнем с новости, которая выглядит самой светлой и красивой. По сообщениям турецкой прессы, Ильхан Шен и Cemre Baysel снова могут оказаться на одной съемочной площадке. Речь о мини-сериале Go Turkey «Маршрут моего сердца. Черноморье», атмосферном проекте о путешествии по Черноморскому побережью, который готовит компания Han Media. Сразу уточню, чтобы не выдавать инсайд за официальный факт. Полноценного пресс-релиза от Go Turkey пока нет, информация идет со ссылкой на турецкую журналистку Берсин Алтунташ. Съемки, по ее данным, запланированы на 13 июля, поэтому правильнее говорить не начале съемки, а съемки готовятся. Но даже с этой оговоркой новость получается теплой. Ильхан Шен и Cemre Baysel работают вместе уже не первый раз. Если информация подтвердится, это будет их третий совместный проект после Рама и фильма о любви. А зрители обычно любят именно такие истории, не просто новую пару в кадре, а актеров, между которыми уже есть узнаваемая экранная химия. Плюс сама тема «Путешествие по Черноморью» обещает красивую картинку, природа, дорога, атмосфера, которая сама по себе работает на настроение проекта. Поклонники дуэта наверняка уже начали обсуждать, какими они увидят героев на этот раз. И если эта новость выглядит светлой и легкой, то следующая история уже совсем другого тона. Там речь не о романтике, а о риске и возможных последствиях для актера. После красивой новости о Черноморье тон резко меняется. Имя Улаша Туне-Астепе оказалось в центре напряженного обсуждения. И здесь особенно важно отделить факты от домыслов. Начну с того, что подтверждено. В начале июля турецкий комик Денис Гёкташ был задержан, а затем заключен под стражу по обвинению в публичном оскорблении религиозных ценностей. Об этом писали международные агентства, включая АП и Euronews. История получилась громкой и очень чувствительной для турецкого общества. А дальше в соцсетях начали обсуждать реакцию Улаша Туне-Астепе, который якобы публично поддержал Гёкташа. И почти сразу поползли разговоры. Раз сериал «Это море» выйдет из берегов, выходит на ТРТ-1, государственном канале. Не может ли эта поддержка стоить актеру места в проекте? Здесь я скажу прямо, официального подтверждения увольнения нет. Ни от канала, ни от продюсеров, ни от самого актера. Есть только обсуждения, предположения и тревожные комментарии в сети, поэтому называть это фактом было бы нечестно. При этом сама тревога зрителей понятна. ТРТ-1 – канал с особым государственным статусом, и подобные ситуации в Турции воспринимаются острее, чем на обычных частных каналах. У Улаша Туне-Астепе есть своя преданная аудитория, и ее реакция сейчас – это скорее беспокойство «а что если?», чем реакция на случившееся. Мне такие истории всегда хочется подавать осторожно, потому что в мире соцсетей актеры иногда увольняют в комментариях раньше, чем появляется хоть одно официальное заявление. Волна обсуждений живет отдельно от фактов и часто сама себя раскручивает.
Так что пока фиксируем. Скандальный фон вокруг Дениза Гиакташа подтвержден. Статус ТРТ-1 как государственного канала подтвержден. А вот судьба Улаша Туны Астапе в проекте остается открытым вопросом, а не решенным фактом. После такого напряжения особенно сильно звучит следующая тема. Там нет угрозы карьере и разговоров о каналах, но есть другое давление, то, которое многие женщины чувствуют каждый день, даже когда внешне улыбаются. Ханда Дагандемир в интервью Istanbul Life сказала простую, но точную вещь. От женщины слишком часто ждут, что она будет успешной, сильной, красивой, продуктивной и счастливой одновременно, всегда собранной, будто у нее нет права устать или просто побыть обычным человеком. Она назвала это невидимым давлением, и это правильное слово. Оно редко приходит в виде прямого приказа, чаще прячется в комментариях, во взглядах, в вечном сравнении. Почему ты не такая, какой тебя хотят видеть? В мире кино это чувствуется особенно остро. Поправилась – обсуждают. Похудела – тоже обсуждают. Выглядит уставшей – обсуждают. Слишком яркая – снова обсуждают. Женщина в кадре должна быть живой, но не слишком настоящей. Ханда не стала строить красивую философию ради эффектной цитаты. Она сказала по существу: иногда нужно позволить себе быть человеком, уставать, чувствовать слабость, не быть идеальной каждую минуту. В этих словах нет скандала, но есть тихая, взрослая сила, та, что не кричит, а попадает прямо туда, где у многих накопилась усталость. После истории с Улашем, где мы говорили о публичном давлении на актера, здесь появляется давление другого рода, личное и ежедневное. И, пожалуй, оно ближе зрителю. Не каждая сталкивалась со скандалами вокруг телеканалов, но почти каждая знает, каково это, когда от тебя ждут больше, чем ты можешь дать. Эта мысль плавно ведет к следующей новости, тоже про внешность и публичный образ, только теперь в мужском исполнении. Керем Бюрсин стал новым лицом бренда Издин Türkiye, марки, связанной с уходом за кожей и здоровым образом жизни. На первый взгляд, обычная рекламная новость, но в случае Керема она работает чуть глубже, потому что его давно воспринимают не только как сериального красавца, а как мужчину, который следит за собой, говорит о дисциплине и не производит впечатления человека, живущего ради внешнего эффекта. Для бренда об уходе за кожей это почти идеальное попадание. Не просто узнаваемое лицо, а образ, который сам подтверждает рекламный смысл. Сразу уточню, речь именно о турецком направлении бренда, не о мировом контракте. Не будем превращать это в громкую сенсацию, которой в новости нет. Зато есть другое. Керем остается в поле внимания даже между большими сериалами, а для популярного актера такое присутствие важно. Сегодня бренд, завтра проект, послезавтра интервью, и человек не исчезает из жизни поклонников. Мне нравится, что здесь нет скандала, просто спокойная новость про профессиональный имидж. Особенно приятная после тем про давление и слухи. Кстати, перекликается со словами Ханда Дагандемир. Только что мы говорили о требовании к женщинам быть безупречными, а теперь видим, что и мужской публичный образ все чаще строится вокруг внешности и ухоженности, просто это давление приходит через другую упаковку – силу, статус, уверенность. А дальше в выпуске снова женская красота, но уже совсем в другом масштабе. Ханда Ерчел появилась в июльском номере Elle Türkiye, и вокруг этих кадров сразу возникло знакомое ощущение. Вроде бы просто фотосессия, но глаз не отвести. Есть актрисы, которые красиво выглядят на снимках, а есть Ханда, у которой каждый новый глянец превращается в маленькое событие для поклонников. И дело не в громких деталях, наоборот, в этой съемке много спокойствия, мягкий свет, естественность, уверенность без лишнего нажима. Сама редакция Elle описывает съемку как путешествие в ритме простоты, и это заметно. Красота Ханде давно не нуждается в доказательствах, ее обсуждают годами. Но в этой съемке сильнее другое. Она выглядит не героиней романтической комедии, а женщиной, которая понимает свою силу. Это взросление образа мне кажется важным.
Ханде давно вышла за рамки одной роли или одного периода карьеры. Мода, обложки, международные события складываются в картину актрисы с широким публичным статусом. При этом зрители все равно смотрят на нее через эмоцию, а не через холодную моду. Как она выглядит, счастлива ли, что в ее взгляде. И июльская съемка отвечает именно на этот вопрос. Спокойной, зрелой уверенностью, которая цепляет сильнее любого яркого наряда. После такой мягкой темы мы переносимся в совсем другую атмосферу, из глянца во дворец, где красота и сила будут звучать уже иначе. Власть, гарем, соперничество. Мерви Паллад присоединилась к историческому сериалу «Любовь и трон», и сама атмосфера новости обещает не просто костюмную красоту, а борьбу характеров. По данным турецкой прессы, актриса сыграет Михришах Хатун, героиню, связанную с управлением гаремом, подчиненную Умюхан Хатун и соперницу Калфы Дильрубы. Уже из этого описания понятно, персонажа вводят не для фона. Исторические проекты в Турции держатся не только на роскоши декораций, но и на сильных женских линиях. Там, где внешне все чинно, дворец, титулы, правила, внутри разворачивается соперничество, осторожные союзы и борьба за влияние. Управление гаремом в такой драматургии не бытовая обязанность, а настоящая зона власти. Кто контролирует порядок внутри дворца, тот часто знает больше, чем кажется со стороны. Проект готовит студия Баздах Фильм, режиссерами заявлены братья Тайлан, а съемки, по сообщениям прессы, планируются на середину июля. Судя по составу команды, это не проходная история на пару эпизодов, а серьезная ставка на новый сезон. Такие героини редко бывают просто плохими или хорошими, они сложнее, и именно это делает их запоминающимися. Михриша Хатун вполне может стать фигурой, которая не главная по названию, но заметная по присутствию. После этой дворцовой интриги история, где борьба тоже есть, только уже не за трон, а за собственный образ. И на этот раз актер решил не молчать. Джан Яман снова заставил о себе говорить. На этот раз поводом стали не роли и не романтические слухи, а разговоры о его внешности. Турецкая пресса написала, что актер заметно поправился. Обычная для мира знаменитости сплетня, но Джан решил не промолчать. Он опубликовал видео перед зеркалом и ответил без сладких фраз и попытки понравиться. Смысл его позиции: да, он весит 105 килограммов, но считает это мышечной массой, а не проблемой. В костюме, по его словам, он может выглядеть крупнее, но запускать себя не собирается, и подчеркнул, что ради роли способен и набрать вес, и сбросить его, потому что относится к телу профессионально. Здесь важно держать правильную дистанцию. Это его слова и его реакция, а не наша оценка. Мы не говорим, прав он или нет. Мы говорим, что актер ответил публично и жестко на критику своего тела, и тема эта звучит шире, чем просто про килограммы. Звезд буквально разбирают по частям. Не тот цвет кожи, не тот ракурс, не тот вес, и уже готова новая волна обсуждений. Джан в ответе дал понять, что за годы публичности выработал к этому иммунитет. Фраза жесткая, но по-человечески понятная. Реакция получилась спорной. Кому-то понравится характер и уверенность, кого-то оттолкнет резкость тона, но равнодушных снова мало, а для звезды такого масштаба, пожалуй, это важнее любой критики. Вопрос, который здесь стоит задать себе: где заканчивается обычный интерес к звезде и начинается давление, от которого артисты уже не готовы молчать. После этого напряженного блока шаг в другую сторону, туда, где эмоции передаются не через конфликт, а через музыку. Мурат Далкылыч подготовил специальную песню для сериала «Еще 17». Композиция называется «Хей» и связана с историей Араса, героя, которого играет Чаан Афиак, и чей путь в проекте подается как непростой и эмоционально тяжелый. После резкого ответа Джана Ямана эта новость звучит мягче. Здесь нет конфликта с прессой, нет слухов, только музыка и попытка усилить историю героя через песню. А турецкие сериалы умеют работать с музыкой.
Иногда зритель забывает детали сцены, но помнит мелодию, под которую герой молчал у окна. Мурат Далкылыч – не случайное имя в этой истории. По данным Канал Д, он сам является поклонником проекта, и песня написана не как формальный саундтрек, а как жест человека, которому эта история действительно близка. Такие детали часто кажутся второстепенными, пока сериал не выходит на экран, а потом именно песня становится тем, что зрители переслушивают отдельно, узнавая в ней конкретный момент серии. Для выпуска эту новость лучше не растягивать, ее сила именно в легкости. У сериала появляется дополнительный эмоциональный слой, а значит, создатели хотят, чтобы зритель не просто следил за сюжетом, а чувствовал героя. Дальше у нас снова личная жизнь, но без резкой драмы, пара, за которой поклонники давно наблюдают с особым интересом. Чагатай Улусой и Аслыхан Малбора появились вместе на свадьбе друзей. Обычное светское событие, наряды, теплая атмосфера, фотографии. Но когда рядом появляются именно эти двое, событие перестает быть обычным. Поклонники следят за этой парой с особым интересом не потому, что они постоянно дают поводы для сплетен, а наоборот, из-за сдержанности. Они не превращают личную жизнь в шоу, поэтому каждое совместное появление сразу становится заметным. По данным турецких медиа, свадьбу праздновали их друзья Мали Шимшик и Берфин Ярин Бильгин, а Чагатай был свидетелем на церемонии. События семейные, теплые, далеко от скандального шума, но для фанатов такие кадры иногда говорят больше, чем официальные интервью. И здесь важно не перегибать. Никто не объявлял свадьбу самих Чагатай и Аслыхан, и делать поспешные выводы о развитии их отношений было бы нечестно. Правильнее сказать так, совместное появление снова привлекло внимание поклонников и стало поводом для теплых обсуждений. Чагатай Улусой давно не нуждается в лишнем шуме вокруг себя. Он может появиться спокойно и все равно оказаться в центре внимания. Аслыхан Малбора рядом с ним воспринимается не как случайная спутница в кадре, а как женщина, к которой публика присматривается все внимательнее. В мире, где звезд часто связывают с громкими слухами, такая новость выглядит почти редкой. Спокойная пара, свадьба друзей, никаких резких заявлений, просто присутствие рядом, которое уже читается зрителям. А финальная история будет еще легче. Без дворцовых интриг и без вопросов про личную жизнь, просто звезда-зимородка и ее неожиданный утренний ритуал. Гёзде Кансу, которую зрители помнят по роли Гюльгюн Корхан в «Зимородке», рассказала неожиданную историю о том, как ей удалось похудеть. Никаких строгих методик и громких обещаний, все оказалось намного проще и обаятельнее. По словам актрисы, по утрам она брала кофе, включала уроки восточных танцев на YouTube и просто танцевала. Домашний, почти киношный ритуал. Утро, чашка кофе, музыка, движение и хорошее настроение. За месяц, по ее словам, это дало минус 6 килограммов. Сразу оговорюсь, это не медицинский совет и не универсальный рецепт, а личный опыт актрисы. Но в этой истории есть то, чего часто не хватает в звездных материалах – простота. Мы привыкли слышать про тренеров и строгие программы, а здесь все по-домашнему – кофе и уроки танцев из интернета. Такие истории хорошо подходят для финала выпуска. После скандалов, слухов и споров о внешности хочется закончить на светлой ноте. Ведь мир турецких звезд – это не только конфликты и премьеры, но и маленькие бытовые признания, после которых актер вдруг становится ближе. Разница в том, как публичные люди говорят о своей внешности. Can Yaman выбрал вызов, Гёзде Кансу – легкость, Ханде Дагандемир – честный разговор о давлении, Ханде Эрчел – спокойная уверенность, Керем Бюрсин – образ ухоженности без надрыва. Все эти истории по-разному говорят об одном. Звезды остаются людьми, за которыми интересно следить не только из-за ролей. Какая история сегодня зацепила вас сильнее всего? Возвращение Ильхана Шена и Джемры Бейсел? Слухи вокруг Улаша Туна о степе? Слова Ханде Дагандемир о давлении на женщин? Резкий ответ Джана Ямана? Или спокойное появление Чагатай Улусоя?
и Аслыхан Малборы на свадьбе друзей. Напишите в комментариях, мне правда интересно, какая новость вызвала у вас больше эмоций. Та, где много шума, или та, где все сказано тихо, но попадает прямо в сердце. Друзья, если вам интересны турецкие сериалы, судьбы любимых актеров и все, что происходит за кадром, подписывайтесь на канал «Любовь и мечта». Поставьте лайк этому выпуску, так вы поддержите канал и поможете другим зрителям увидеть наши видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Берегите себя, выбирайте хорошие истории и до встречи в следующем выпуске на канале «Любовь и мечта».